Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с Юрием Рашкиным, депутатом окружного собрания округа Рок, штат Висконсин, ведущего канала «Рашкин Репорт». Добрый день, Юрий. Добрый день, приветствую вас и ваших зрителей. Подписывайтесь на канал «Рашкин Репорт», подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Юрий, у меня просто нет ближе человека, скажем так, с кем я могу поговорить о том и рассказать нашим зрителям о том, что же все-таки будет происходить теперь в Соединенных Штатах. Байден объявил о том, что он выходит из гонки. Что это означает для Демократической партии? Это означает, что теперь включается машина, включаются амбиции, включается то, что может закончиться очень хорошо, а может закончиться очень плачевно для Демократической партии и для Соединенных Штатов, и для Украины. Подожди, а почему плачевно для Демократической партии? Потому что если они не смогут сойтись на кандидате, то тогда я не могу понять себе, что будет тогда конкретно происходить. Поэтому главное, чтобы сейчас была солидификация вокруг окружения, вокруг кандидатов. Вначале это, и, возможно, в конце это будет Камала Харрис, и это правильное направление, она вице-президент, это должна быть она, у нее есть доступ к деньгам, и она на всех избирательных бюллетенях. Но если она себя поведет неправильно, если будут требовать открытый процесс, если будет избирательная кампания среди... Теперь открываются все эти ворота в каком-то смысле. И посмотрим, если у демократов, как мы с вами раньше обсуждали, если у демократов хватит понимания той угрозы, которая идет от Трампа для того, чтобы не перекусаться, а потом еще прийти на выборы и все проголосовать. Но исторически это еще один, как сказать, исторически это не плюс для демократов. Исторически партии, которые устраивают раздрайв у себя перед выборами, потом на выборах проигрывает. Поэтому в этом смысле я был против того, чтобы президент Байден уходил. Но если президент не уходит, если президент остается, и теперь он, значит, сейчас будем смотреть, как все это будет развиваться. Потому что если угроза Трампа возобладает, пусть страх перед Трампом возобладает над умами, и люди будут держаться вместе, то тогда мы победим, значит, под другим знаменем, все равно как демократия против диктатуры. И такой очень интересный момент в жизни Соединенных Штатов. И, знаете, спасибо Джо Байдену. Спасибо Джо Байдену за то, что он проявил невероятную политическую трезвость и проявил себя еще раз человеком, который, в отличие от Трампа, способен отойти от власти. Он еще раз показывает себя как анти-Трамп. И я думаю, что теперь этого человека будут чествовать, и я думаю, что его достижение будет очень сложно превзойти. И, как мне сказал один журналист, с которым я говорил из Axios, когда я с ним говорил в Милуоках на съезде республиканской партии, я им сказал, знаете, украинцы очень недовольны, многие из них недовольны Байденом, потому что он недостаточно активно помогает Украине. Журналист Алекс Томпсон из Axios рассмеялся и сказал, что если им не нравится то, что делает Байден, то им очень не понравится то, что делает Трамп. Но, тем не менее, да, это часть избирательного процесса, да, это часть политического процесса, поэтому просто наблюдая за этим как участник политического процесса в Соединенных Штатах, скажу, что ситуация очень тревожная, потому что с точки зрения демократов это зеркальная противоположность того, что мы ожидали увидеть. Мы думали, что у Дональда Трампа будут такие под грузом всех тех проблем, которые на нем висят, уголовные дела и так далее по списку, что он будет настолько непопулярным, что республиканская партия будет пытаться думать, как же от него избавиться, а он будет говорить, как сказать, если он уйдет, то он тогда забирает с собой большую часть республиканской партии, и поэтому тогда, значит, что же происходит в республиканской партии? Был вариант, нарратив, который разворачивался до, скажем так, месяц, два, три назад.
С одной стороны, мы видим, что Трамп — это абсолютно враждебный персонаж к любой демократии. Это авторитарный лидер, который просто надеется, что его изберут, а после этого выборы уже не понадобятся. А с другой стороны, мы видим, что нет кандидата, который вызывает уверенность от электората. Это очень интересно, потому что мы живем в демократии, и, соответственно, ощущения людей, чувства, которые у них возникают при взгляде на политика, действительно важны. Мне говорили, я говорю, знаете, я вот не из этого города, почему мне избираться, как сюда, почему вы думаете, за меня проголосуют? И человек, который работал тогда инженером в городе, а сейчас он главный инженер города, сказал: Юрий, вы знаете, просто нужно, чтобы вы произвели впечатление резонного человека со здравым разумом, чтобы вот и все это, чтобы у вас не было какой-то своей повестки, не просто там обогатиться, а вот у вас там, я не знаю, вы ненавидите какого-то инспектора, и вы будете с ним вот таким образом сводить счет или с политикой города по какому-то моменту. Если у вас этого нет, просто есть здравый разум, то вас, скорее всего, изберут. В данной ситуации этого, мне кажется, было бы достаточно, потому что мы смотрим на одного кандидата Трампа и чувствуем такой страх за демократию, мягко говоря, а с другой стороны мы смотрим на Байдена, и у нас сжимается сердце. Это не хороший признак. Если ваш кандидат вызывает у вас такое тревожное ощущение, то это не тот кандидат, которому вы хотите срочно дать много денег. Это не тот кандидат, за которого вы хотите идти и стучать в дверь, и разговаривать с другими. И вот все то, что должно происходить в политике, держится в очень большой части составляющей на энтузиазме людей. Не просто потому, что 2 плюс 2 – 4, потому что тогда вообще думать нечего. Посмотрите на Трампа, посмотрите на Байдена, все, вопрос закрыт. Но этого в демократии недостаточно. Еще ощущения, которые у людей вызывают. И Байден сейчас вызывает абсолютно не те ощущения. Кто может вызвать правильное ощущение, чтобы люди стали опять заниматься тем, что нужно делать в такой тревожной ситуации? Организоваться, рыть окопы, простите, стуча в двери избирателям. Вот то, что нужно сделать в такой ситуации. Возможно, первоначальный взор падает на вице-президента Камала Харрис. Это самое логичное решение в данной тревожной, слегка безумной ситуации. Если президент не может, она уже и в списке, она уже во всех бюллетенях, у нее уже доступ ко всем деньгам, потому что это компания Байден-Харрис. Поэтому если там есть Харрис, то все еще как бы все продолжает двигаться как есть. И если бы Харрис была шикарным политиком, который вызывала уважение глубокое и трепет у людей, не только своим резюме, но и своей персоналити, то это было бы супер. Но у нее есть определенные, как сказать, вопросы с общением на, видимо, личном уровне, которые вызывают опасения. И поэтому нет никакой гарантии, что она не выйдет на первую пресс-конференцию и не сморозит какую-нибудь глупость. Поэтому я очень рад видеть, что сейчас Камалу Харрис посылают как вестника от администрации и от компании. Сейчас она у нас будет в Милуоках. Если бы у меня было время ко всем ним ездить туда, то можно сейчас съездить посмотреть на Камалу Харрис, которая приезжает и готова встретиться с избирателями. Посмотрим. Она будет в Ютубе. Так что, с одной стороны, я рад, что они все понимают, насколько Висконсин это означает «вы у нас каждый день». Но, с другой стороны, это вот проверка на прочность вице-президента. Я рад, что ее начинают как бы разворачивать и показывать, а не просто ее прячут. Если бы Байден был вот типа культа, типа Трампа, то все было бы только... про Джей Ди Венс мы бы сейчас не вспоминали. А вот потому что демократия и вот такой процесс, даже ребята у Байдена понимают, видимо, что нужно каким-то образом использовать вице-президента, потому что, пересохли поток денег, где нет денег, потому что сейчас у Трампа больше денег, хотя это можно легко изменить. Такие суммы в Соединенных Штатах, к сожалению, для нашей политической системы легко возместить. Когда есть один Илон Маск, который говорит, что он даст 45 миллионов долларов в месяц Трампу, я думаю, что есть с другой стороны тоже много денег, которые могут быть влиты в это, и вопрос будет не в деньгах, но это является частью составляющей этой реальности. Волонтеры, боевой дух людей, насколько они готовы воевать сейчас, а не просто прийти и проголосовать из чувства долга или страха. Поэтому Камала Харрис — это первый вариант. Но времени мало и много желающих.
Соответственно, желающие будут Гавин Ньюсом. Есть, опять же, желающие — это те, кто не захотят быть вице-президентом у Камалы Харрис. Потому что если вы соглашаетесь быть вице-президентом у Камалы Харрис, то вы как бы отказываетесь от своих амбиций на достаточно долгое время, особенно если она избирается, переизбирается и так далее. Поэтому мы видим, что там, кажется, Гретчен Уитмер, Гавин Ньюсом, уже лица, которые известны в американской политике, губернатор Мичигана и Калифорнии, отказались быть вице-президентом, сказали, что они не будут. Но это тоже, надо сказать, политики вещь такая, потому что если вам предлагают быть вице-президентом сейчас, когда есть Байден, или когда потом, если Байдена, скажем, нет, это очень разные предложения. Поэтому все может измениться, но желающих много. Конвенция, тут очень интересный момент с конвенцией, со съездом демократов, потому что, видимо, голосование, видимо, будет очень активный съезд, где Извините, будет много когда это голосований. будет? Это будет 19-20, если не ошибаюсь, числа Мгм. августа в Чикаго. И когда после этого, когда будет официальная, надеюсь, номинация на этом съезде кандидата Демократической партии, то тогда можно будет начать действительно замерять, следить за опросами населения через неделю-две после этого, когда люди будут знать, вот два кандидата. А сейчас замеры как раз мало о чем говорят, просто о панике или о эйфории какой-то, вот такого типа чувства. Но, тем не менее, Гавин Ньюсом хотел бы быть президентом, Гретчен Уитмер хотела быть президентом, Пит Бутиджедж хотел бы быть президентом, несмотря на то, что, боже упаси, он гей, и это означает, что многие считают, что он не способен, а я считаю, что способен, но это отдельный разговор. Поэтому главное, что тут помнить, что важно победить Трампа, потому что у демократов это должно быть главным приоритетом, который, я надеюсь, эта путеводная звезда остановит демократов от кровопролития, которое может произойти, я надеюсь, только в переносном смысле, потому что это было бы ужасно для шансов демократов на выборах, если бы были беспорядки, если бы были протесты, не просто вот протесты, как вот они прошли мирно и тихо при съезде республиканцев у нас здесь в Милуоки недавно, на прошлой неделе. Я там был, покричали и ушли. А вот такое по-другому, потому что разные кандидаты, и один тут может быть за газу, другой недостаточно за газу, и вот сейчас так важно поменять их, потому что это политика про Палестину. Не знаю, что угодно может возникнуть в головах у протестующих леволиберальных экстремистов. Поэтому тут может развернуться что угодно, и надежды, что просто понимание того, что победит Трамп, это важно, как сказать, победит. Но гарантий нет, поэтому я с уважением смотрю на пару очень либеральных политиков в Соединенных Штатах, Александру Окасио-Кортес и Берни Сандерса, которые как раз сейчас говорят, нужно поддержать президента, потому что у нас нету плана «Б». Чего вы так здесь нервничаете? Надо продолжать двигаться вперед. И это, кстати, интересный момент. Если вы посмотрите на людей типа латиноамериканцев и черное население, которое, иногда смотрит на белых, как в русском мире говорят «гринго», знаете, вот такие зелененькие. Происходит с Байденом, так рассматривается в этих обществах. Они на это смотрят и говорят, белые люди бесятся. Ну вот грингос, а? Чего, что у них там происходит? Ведь понятно же, один фашист, другой демократ, нужно разбираться, все и так понятно. Поэтому вот такой типа паника, это тоже часть белой политики именно в Соединенных Штатах. Очень интересно наблюдать, являясь частью этой политической машины. А покушение на Трампа, оно добавило ему рейтингов, очков, на ваш взгляд? Я думаю, что в краткосрочную это добавило ему очков. Бесспорно. Потому что мы мало того, что еще больше о нем стали говорить, это даже в каком-то смысле это помогло Байдену на некоторое время, потому что все забыли про Джо и про сколько ему лет, и как он себя чувствует, и мы стали говорить только про то, как себя чувствует ухо Трампа. И как, если бы это было чуть-чуть в другую сторону, то вообще, действительно, это же невероятно. И тут же развивается конспирология по поводу того, что это был заказ, или это было показуха, или это было что-то либо вы за, либо вы против, и все придумывают свою теорию.
Это так печально, вы знаете, потому что когда это делают люди, с которыми я политически не согласен, я думаю, ну вот, это часть проблемы, у них конспирологическое мышление. А с другой стороны, когда это делают люди, с которыми я политически, так сказать, с одной стороны, как, мягко говоря, баррикад, и они тоже думают, что это как-то подставили, или там что-то, план какой-то, или инсценировка, и думаешь, да что же это такое, друзья, ну нет, 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 это конспирологическое мнение, потому что мы думаем, что что-то могло произойти, мы подгоняем факты под это просто не стоит того. Но, тем не менее, это отдельный разговор, который надо развивать. Конспирологическое мышление и критическое мышление – это две противоположности. Потому что критическое нужно вначале собирать информацию и делать из нее выводы. Или, по крайней мере, когда поступает новая информация, менять выводы, потому что это нормально, это неплохо. Это не говорит, что вы лузер или слабак, это говорит, что вы делаете выводы. Так вот, Трамп набирает популярность, да, это факт. Но, большое жирное но. Мне это все видится таким образом. Трамп сейчас, мало того, что он говорит о насилии, и все эти попытки республиканцев сказать, что это Байден все это начал, никто это не покупает, потому что люди понимают, либо им это нравится, либо им это не нравится, но риторика насилия идет от Трампа. И сейчас у него было выступление на ралли вчера в Гранд-Рапидс в Мичигане. Я решил не заезжать, думаю, ну, наверное, он еще ближе ко мне будет за это время, так что нет нужды. Но говорят, что security там было в 2 раза больше, возможно, в 3 раза больше агентов безопасности, и теперь это будет происходить в закрытых, вот это ралли, говорят, происходило в закрытом месте, а не в открытом месте. Подумаешь, думаешь, какого черта, и простите за выражение, кандидат в президенты, которого так люди могут вообще ненавидеть, вообще проводит ралли в открытом месте, правильно? А потому что жлоб, как так сказать, скупой. Компании экономят на открытых площадках, а их сложнее охранять, и не дает охране достаточно времени для того, чтобы обезопасить эти площадки, потому что если происходит какой-то фестиваль, вы знаете, что над безопасностью работают месяцами, а тут вам дают несколько дней обезопасить место. Поэтому тут появляется много проблем, и когда это открытая площадка, то это только ухудшает проблемы для охраны. Так вот, все это приводит к чему? К тому, что Трампа будут рассматривать как насилие. Трамп – это trouble. И все то, что с ним произошло, будет являться грузом, который будет отталкивать людей. Он слишком пугает людей. Он говорит, что все это насилие, американцы хотели бы от этого избавиться, потому что он это предлагает как решение. Но только единственная проблема, что у демократов сейчас нет кандидата, вокруг которого люди могли бы спокойно сплотиться, купить футболки Байдена, начать чествовать президента и знать, что вот теперь у нас будет президент, я не знаю, кто угодно, консервная банка. И после этого люди успокоятся. Если бы на демократической конвенции в конце концов номинировали бы шикарного, я не знаю, собачку какую-нибудь, то можно было бы, как бы просто нужно знать, что... Давайте пока остановимся на Камале Харрис, я предлагаю. Ну, Камала Харрис, если бы номинировали, вы думаете, демократы бы все ее поддержали? Да. Да, потому что, несмотря на то, что... Просто я думаю, что если бы она не могла себя вести на публике, ее бы начали меньше показывать. Ее бы дали... Знаете, уже сейчас говорят про нее республиканцы, что у нее проблемы с общением, у нее какой-то странный смех, какие-то странные шутки. Но, вы знаете, она также является прокурором. А Трамп является преступником. И есть достаточное количество политиков, включая Элизабет Уоррен, которые считают, что это прекрасная была бы комбинация для победы на выборах, если была бы Камала Харрис, потому что она как прокурор может, значит, провести дело против, показать все обвинения против Трампа, и чтобы люди признали его виновным, как жюри присяжных. Поэтому тут можно сделать достаточно убедительную логику, что Камала Харрис может победить. В этом-то и шутка, что нужно просто определиться, что это и кто это, и тогда можно двигаться дальше. А до тех пор, пока есть ощущение, что, может быть, это будет кто-то, Трамп – это очень опасно. Трамп – это, как вам сказать,
Но это диктатура, это просто приходит, это диктатура, и тут опасность еще в том, на самом деле, что мы сейчас обсуждаем такие цветочки, как то, что происходит у демократов. Ягодки начнутся, на самом деле, после выборов, потому что если не будет убедительной победы демократического кандидата над Трампом, то Трамп готовится к тому, чтобы идти на абордаж. Это будет, значит, оспаривание всех результатов всех выборов, где только это возможно, затягивание это в суды, потом, возможно, перебросить это в Верховный суд. Мы знаем, что Верховный суд уже считает, что у Трампа есть иммунитет от преступлений. Кто мог такое подумать? А Верховный суд теперь такой есть 6-3. Кто их туда поставил? Трамп. Поэтому вот этот вся момент того, что нужно объединиться вокруг Трампа, мне кажется, будет очень важной составляющей, потому что самая большая коалиция в Соединенных Штатах – это антитрамповская коалиция. Просто вот вокруг кого мы еще будем объединяться? Возможно, Камала Харрис. Прекрасно, я куплю себе футболку Камалы Харрис и даже надпись не нужно менять. Ну нет, придется, потому что она возьмет себе кого-то другого вице-президента. Посмотрим, кого. Есть замечательные кандидаты, кого она могла бы себе взять. Есть губернаторы, есть сенаторы, опять же министры. У демократов длинная скамейка, как говорят в спорте, откуда можно черпать ресурсы. Опять же, как человек, который занимается политикой, я вам говорю, у демократов очень много кандидатов, которые все, в принципе, в русле здоровой демократической политики. А вот у трампистов, республиканской партии, это стало просто, это вот культ выражается тем, что они пытаются имитировать Трампа, копировать Трампа физически. Я был на их съезде, это меня испугало, сколько этих людей, как они пытаются быть похожими друг на друга, как для них это важно сейчас. Это очень невеселая ситуация. И они как бы даже не скрывают. Когда берут Джей Ди Венса, вице-президента, это называется, вот я вам палец могу показать. Это уже не фига в кармане, это уже палец вам в Ой, а физиономию. расскажите про Джей Ди Венса, пожалуйста. Что я могу вам сказать? Джейди, что я могу вам сказать, что вы про него еще не знаете? Просто мне кажется, что это он, с одной стороны, конечно, восходящая звезда трампизма. Ему, конечно, он, знаете, поменял свои взгляды, и вот так ему подвезло. Выяснилось, что он очень вовремя и правильно переобулся, и дает как бы сигнал всем тем, кто думает о том, чтобы переобуться, насколько это можно сделать успешно. Друзья, у Трампа за столом всегда есть место, и найдется место для еще одного Иуды. Поэтому, пожалуйста, заходите. Вот это и вот такой вариант республиканца будущего. На сегодня, на завтрашний день. Потом их съедят, будут следующие. Но это вот переходный вариант трампизма. С другой стороны, его съедят. Его съедят раньше, его съедят позднее, потому что он решил плавать с пираньями. Он решил, что, значит, он там может быть капитаном. Ну, какое-то время он там покапитанит. Говорят, что, возможно, он риск для Трампа, потому что он как бы подчеркивает авторитарные склонности Трампа и, ну, там всякие там, когда Трамп пытается отмежеваться от проекта 2025 и говорит, это не я не знаю, кто эти люди, у них такие радикальные идеи. Он еще хихикает при этом, что вот он говорит, вот так, Джей Ди Венс это подтверждение всего того, что этой связи еще раз. Для тех, кто сомневался между проектом 2025 и Трампом. Мало того, что там 100 или 200 заняты были в этом проекте, которые работали на Трампа. То есть это одни и те же люди это написали. Возможно, что Трамп ни хрена про это не знает. Он делает из себя дурачка здесь. Это очень видно. Я ничего про это не знаю. Какие-то странные идеи. Радикал. Есть левые либералы, есть правые либералы. Это опять же лицемерие со стороны Трампа. Но Джей Ди Венс теперь проповедник этой идеи. Мне кажется, что это очень неплохое решение для Трампа на самом деле. Потому что, как вам сказать, это плохое решение, если вы хотите объединить страну. Это плохое решение, если вы хотите показать, что вы способны на более широкое видение, что ваш шатер большой. Тогда это очень плохое решение. Но если вы думаете о том, что вам нужно выбрать человека, который выражает ваши взгляды, который вот уже переобулся и предал все свое, чтобы быть с вами, и этот человек может помочь выиграть вам в одном, в двух, в трех из трех ключевых штатов, то тогда в чем проблема? Потому что Джей
теперь проведет следующее время от сегодняшнего дня до выборов. А в этих 3 штатах, это то, что ожидается, он, так сказать, должен разбить шатер в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. И этот теперь, значит, трамвай белого превосходства будет к нам туда-сюда ездить и рассказывать на публику о том, как нужно избрать Трампа, потому что республиканская партия — это теперь партия рабочих и крестьян. Это так иронично, потому что это рабочие ребята, это люди без... Чем меньше у вас образования, тем больше у вас шансов быть республиканской партией. Соответственно, это менее образованные люди, которые работают на менее образованных работах, то есть это либо рабочие в городской ситуации, даже профсоюзы теперь возможно, потому что действительно члены профсоюзов, им нравится трампизм, вся эта история их очень устраивает. Да и с точки зрения трампизма профсоюзы — это неплохая вещь. Потому что очень легко контролировать людей. Вот Советский Союз как хорошо профсоюзы развил. Поэтому рабочие с одной стороны, а с другой стороны фермеры, крестьяне наши американские, которые говорят: там либералы в городах, там развили всякую такую плохие слова. Ну вот они, значит, слились в одном диком экстазе, и мы должны это все наблюдать. Так что Джей Ди Венс является олицетворением, он, с одной стороны, белый, из деревни, и, в общем, и трампизм — это решение всех его проблем, оказывается. Поэтому вот так я вижу эту ситуацию с этим вице-президентом, поэтому я думаю, что это, так сказать, с точки зрения победы на выборах, возможно, печально хороший шаг с точки зрения Трампа, не самый плохой. Да. Просто нашим зрителям напомню, что проект 2025 предлагает сократить финансирование Министерства юстиции, упразднить Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности, ликвидировать Министерство образования и Министерство торговли. И независимые правительственные агентства наподобие Федеральной комиссии по связи должны быть поставлены под прямой президентский контроль. Но там почти все ставится под прямой президентский контроль, да. Такая сложная... Понимаете, я понимаю людей, которые говорят: это же нереалистично, это просто список хотелок, потому что, как они могут пробить такое через Америку? Но поверьте, во-первых, они очень постараются. Во-вторых, многого можно добиться, просто уволив многих людей или доведя их до того, чтобы они ушли. И тогда их места не заполнять, и вот вам и политика. Это не выполнять. Если у вас нет никого, кто работает в Министерстве образования, важно ли, если оно существует или нет, если там никого уже нету? Поэтому вот такое выхолащивание институтов — это еще одна угроза. Министерство юстиции, ФБР и... Агентство национальной безопасности, мне кажется, это напрямую ставит под угрозу безопасность США. Вам не кажется? Да нет, что вы. Мне со стороны кажется, что это немножко... У нас 2 океана, смотрите. Это взгляд, который был у меня в каком-то смысле до, я не знаю, 22-го года, может быть, раньше, что в каком-то смысле, посмотрите, Соединенные Штаты, нужна ли нам такая вообще армия большая? Смотрите, у нас 2 океана, мы очень далеко от вас. А с севера у нас Канада. Вы думаете, они на нас нападут? Да нет. Мексика, вот это проблема, но мы построим стену, ров с крокодилами. Это уже не моя точка зрения, но просто, так сказать, рассуждая изоляционистски. Слушайте, я там не прочитала про уменьшение сотрудников Department of Defense и вооруженных сил, но я увидела там сокращение ФБР и АНБ, это внутренняя безопасность. Но, условно говоря, это отдаться полностью... Это звучит как-то лицемерно для людей, которые так любят говорить, как они уважают закон и порядок. Но после того, что произошло 6 января, как можно людей рассматривать по-другому, которые говорят про закон и порядок и при этом штурмовали Капитолий, как лицемеры? Извините, так сказать, не надо уже нервничать по поводу крестика или трусов. Уже все понятно. Скажите, пожалуйста, а вот если представить худшую для демократов ситуацию, когда их кандидат, неважно кто это будет, он в конечном итоге на выборах проигрывает, например, Трампу, и что происходит в этот момент? Может ли сама система попытаться сдержать президента от необдуманных действий? Практически то, что делалось в первую каденцию Трампа. Там же все-таки система его как-то сдержала от совсем больших ошибок. Вы хотите, чтобы я был еще одним человеком, который сказал вам, что в этот раз система его не сдержит? Хорошо. В этот раз система Трампа не сдержит.
Мне кажется, что тут все очень, четко понятно. Смотрите, ну, непонятно, а есть, ступени. Давайте так, разбираться по ступеням. Если Трамп выигрывает выборы, и это мне нужно говорить, что это большое "если", потому что часть того, чем оперирует Трамп сейчас — это страх. Всегда страх, страх, страх. Запугал республиканскую партию, запугал Украину, чтобы Зеленский ему уже позвонил. Запугать, запугать, страх, страх. И он нагоняет страх. Поэтому, когда мы с вами сидим и обсуждаем возможность того, что Трамп придет к власти, надо признать, что мы, с одной стороны, удовлетворяем свое смертельное любопытство, как бы фантазируем на интересные темы, а с другой стороны, продолжаем нагонять страх, потому что я только надеюсь, что это будет страх, который будет продуктивный, который приведет людей к тому, чтобы они проголосовали против Трампа, и все те мысли и предположения, которые у нас сейчас есть по поводу того, что могло бы быть, так и остались нашими фантазиями. Или потом каким-нибудь там сериалом на Netflix по поводу того, что было бы, если бы Америка повернула не в ту сторону. Поэтому давайте смотреть на это с такой точки зрения. Так вот, представим себе альтернативную реальность, в которой Трамп приходит к власти, в которой Трамп выигрывает выборы. Вопрос возникает первый: а что произошло с Сенатом и Палатой представителей? Потому что если это волна, то тогда это очень плохо. Потому что если демократы теряют, они уже потеряли Верховный суд, тут вопросов нет. И представить себе, что они теряют законодательные органы и президентскую власть одновременно, все три, то эта страна переходит в состояние достаточно необузданной диктатуры достаточно быстро. Тогда тут у нас остаются какие-то суды на местных уровнях, политики на местных уровнях, но это начинается противостояние, возможно, ближе к уровню гражданской войны, потому что есть люди, большинство людей, потому что мы знаем, скорее всего, большинство людей проголосует против Трампа, которые будут с этим не согласны, и они захотят отделиться. И тогда просто проблема в том, что если вы отделяетесь от центра или центра, кто тут главный? И это слегка, так сказать, все это становится очень-очень тревожным. Если Трамп выигрывает, и это, кстати, то, что и сейчас используют демократы для того, чтобы попытаться хотя бы собрать деньги на выборы в Конгресс и в Сенат для кандидатов, что это очень важный тормоз, если Трамп приходит к власти. Потому что, да, если Трамп приходит к власти, а он при этом связан хотя бы по рукам, если не по ногам, Верховный суд, он, значит, ему говорит: власть тебе в руки, уничтожай свою оппозицию, делай, что хочешь, потому что ты президент Трамп, то тогда, значит, опять же, ого, это будет страшно подумать, что, ну, по крайней мере, у нас какое-то время будет Сенат или Палата представителей. Но тут, мне кажется, это просто вопрос времени до того, как как сказать, этот тормоз перестанет работать. В какой момент, как быстро, это вопрос только времени. Тут мы идем, просто система идет на снос. И рассчитывать на то, что будут какие-то выборы через 2 года, на которых можно будет исправить ситуацию, мне кажется, становится все менее и менее реалистичной мечтой, потому что, ну что ж, если Трамп боится проиграть на выборах, не хочет играть, это один из способов отменить выборы, сделать какое-нибудь военное положение, начать какую-нибудь войну с кем-нибудь. Кто его знает? Трамп, у них там, извините, полная программа на 995 страниц. И чем меньше у них оппозиции, тем больше из этих своих хотелок они и будут выполнять. Так что, если Трамп побеждает, то вопрос очень критичный. И я не знаю, так сказать, что бы я посоветовал президенту Байдену, у которого, с одной стороны, полный иммунитет от Верховного суда, с другой стороны, возможно, он даже не переизбирается, и он в таком преклонном возрасте. Что бы он мог сделать в такой ситуации с Трампом, я даже не могу себе представить или порекомендовать. Но проблема в том, что Трамп — это уже не конец. Потому что Трамп и Джей Ди Венс создали вместе движение. И вот это движение трампизма, которое теперь есть примерная какая-то, так сказать, сеть координатов, это не просто то, что Трамп напечатал, пока он сидел на туалете, а это еще, так сказать, идеологическая платформа, которую достаточно справно делает Джей Ди Венс, и делает это вот такой геббельсовская такая задача. Это все теперь должно пережить Трампа, потому что теперь, если вы хотите быть республиканцем, вы трампист. И если вы не трампист, то вы не республиканец. И все. Поэтому как такая партия может пережить Трампа? Достаточно просто. Как такая партия должна протрезветь?
Ну, проигрыши на выборах. В демократических странах это то, что в конце концов должно протрезвить политическую партию, по крайней мере, дать ей возможность. Ведь если когда Россия проиграет войну, это дает ей возможность переосмыслить. Когда политическая партия проигрывает выборы, это дает им возможность переосмыслить. Я бы очень хотел, чтобы республиканцы переосмыслили то, что произошло после поражения на выборах, а не демократы. Скажите, а вообще какая позиция американцев по поводу НАТО? Потому что, да, у Трампа достаточно неоднозначное, и у трампистов достаточно неоднозначное отношение к НАТО. А что думают вообще американцы в целом? Ноль. Вообще не думают об этом? Вообще не думают об этом. Я бы сказал, что это несправедливо сказать, что вообще не думают об этом, но в той плоскости, которую мы сейчас обсуждаем, то есть действительно, кто там президент, не президент, вопрос о наших союзниках заботит тех, кого волнует национальная безопасность. Конечно, это не ноль. Конечно, это небольшое количество людей. Но и в смысле решающего фактора на выборах, я не думаю, что Байден или Трамп выиграют или проиграют из-за НАТО. Вот тут, я думаю, что тут влияние союзников и НАТО, и даже Украины, в общем-то, не будет иметь большого значения для американцев. Поэтому, когда говорят, что если бы дать Украине больше оружия, то это помогло бы Байдену на выборах, не верю, не вижу. Это важно для Украины, это важно для победы, поэтому это нужно сделать. Но с точки зрения политики Байдена, я не вижу, каким этим образом ему это мешает или вредит, или помогает. Никак. Потому что, в принципе, проблемы, как это всегда бывает с Трампом, намного больше. Поэтому НАТО в данной ситуации для Байдена, НАТО это ключевое, это он называет профсоюзы, говорит, вы мое внутреннее НАТО. Профсоюзы так чего? Да, он им пытается объяснить, что вот такой союз, как это важно, союзники, мы вместе работаем. Вот, поэтому это смотря кому это обсуждать. В Вашингтоне знают про НАТО, в Брюсселе знают про НАТО, а в Висконсине про НАТО очень мало думают. Счастливые люди, которые мало думают про НАТО, скажем так, в современном мире. Вы знаете, вы так правы, вы так правы. Единственное, что вот они этого не осознают. Вот если бы донести до них эту мысль, и вообще это мне так напоминает описание философа Киркегарда в одном американском биографическом видео, где было сказано, что он жил очень хорошей жизнью, но он об этом не знал. И у американцев такая шикарная жизнь, и мы этого как-то так не замечаем, мы страдаем от того, что мы не чувствуем, что это страна наша. И это не белые, не черные, не правые, не левые, никто не чувствует сейчас, что они в своей тарелке. Это очень печально. А ведь на самом деле, смотрите, вообще, в магазинах все есть, не бомбят, цены достаточно, как сказать, цены поднялись, так зарплаты поднялись, рабочих мест дофига, экономика прет на всех парах, рынок акций бьет рекорды, но нет, ощущение у нас такое тревожное. Поэтому, когда мне говорят, когда вот Америка разделена, Америка разделена политически. Когда дело доходит до политики, мы разделены, а во всем остальном жизнь достаточно приятна. Ну, мы разделены по поводу, там, не знаю, спортивных команд. Ну и что? Но проблема в том, что Трамп, вот у него это все идет fight, битва. Это очень нехорошо, поэтому я надеюсь, что он проиграет с достаточно большим отрывом на выборах, чтобы это помогло отбиться от его следующей, вот этого последнего боя, который должен произойти, видимо, между победой демократического кандидата на выборах и сертификацией выборов, и, так сказать, инаугурацией президента. Вот у нас следующие две самые веселые, в каком-то страшные, не знаю, непредсказуемые главы в американской истории. Потому что я знал, что вот глава, когда будет от того момента, когда Трамп проиграет до инаугурации Байдена, это будет очень тревожным моментом. И мы получили 6 января. Вот сейчас у нас идет следующий тревожный отрывок, это до выборов. И после выборов, до инаугурации, будет в каком-то смысле последняя битва в нашей трилогии «Властелина колец». После этого все будет прекрасно, друзья. Зло будет побеждено, добро победит,
и все будет прекрасно, или иначе мы будем продолжаться, битва будет продолжаться, не знаю, друзья. Но когда говорят, что вот хочу, чтобы у нас было все трудно, чтобы у детей было потом все хорошо. Это было бы прекрасно, но я думаю, что мы боремся для того, чтобы показать нашим детям, как нужно бороться. А потом, надеюсь, и они будут продолжать нашу битву, и мы все вместе победим. Хорошо, к НАТО понятно. А как в Америке все-таки относятся к Украине? Как часто эта повестка появляется, не знаю, в кандидатах или в новостях национальных СМИ? Смотрите, когда в Соединенных Штатах поддерживают какую-то страну или битву, как сражение или, да, struggle какой-то группы или страны или кого угодно, то есть определенные уровни градации этой поддержки. Как мы поддерживаем, скажем, Великобританию, если бы Великобританию сейчас атаковала Россия, или как мы поддерживаем, если бы Россия атаковала Зимбабве. И Украина в данной ситуации для разных людей находится в разном положении в этой системе координат. Это очень интересно наблюдать, потому что с точки зрения Байдена и его администрации Украина играет абсолютно ключевую роль в безопасности мира, мирового порядка, потому что это сдерживание амбиций Путина и так далее, и так далее, и так далее. А с точки зрения рядовых американцев, которые слушают Трампа, Украина является одной из тех вещей, которые забирают у нас наши драгоценные средства. Потому что у трампистов такая очень важная часть, это не просто жлобство и скупость, а вот еще это часть этого, извините, меркантильность. Просто вот здесь, когда говорят трамписты про проблемы со всем тем, что произошло при администрации Байдена, это то, что они перечисляют цены. Цены подскочили на то, цены подскочили на это, цены подскочили на это, и список проблем просто бесконечный, потому что цены подскочили на все. Кстати, также поднимаются и зарплаты, также много рабочих мест. То есть это баланс. Но Украина в данной ситуации становится темой поддержки для тех, кого волнует моральная справедливость. А это леваки. Это леваки. Поэтому тут я уже вижу, знаете, бампер-стикер, машина передо мной, я даже сфотографировал, когда с одной стороны украинский флаг, а рядом с ним палестинский флаг. Потому что это говорит о том, что люди рассматривают Украину как в той же плоскости, как и Палестину, не потому что они считают Украину Хамасом, а потому что они считают, что Палестина оказалась жертвой невероятной справедливости, я не знаю, как Тибет. Если бы сейчас были несправедливости в Тибете, то добавьте тогда, значит, Палестина, Тибет, Украина. Это не хорошая кампания в том смысле, что это не та кампания, которая, с моей точки зрения, побеждает. Тут нужно иметь более серьезную поддержку в Соединенных Штатах. И если будет администрация Трампа или что-либо связанное с трампизмом, то тогда Украине не то, чтобы нужно пытаться как-то с этим, если это становится президентом, тогда с этим нужно общаться. Пока это не стало президентом, с этим не нужно общаться. Но потому что когда политика будет, там не будет ничего про украинского вообще. Потому что это будет как еще просто посол, эмиссар Путина, и все. Поэтому договариваться с ним, возможно, нужно будет потом, но в совсем другой ситуации. А сейчас, поэтому так Украина играет для разных людей в Америке разную роль в их системе координат. Есть Джо Байден, есть национальная безопасность, есть правое крыло, есть левое крыло, а посередине Украина должна победить. Я не знаю, видели ли вы так называемый мирный план Джонсона, Бориса Джонсона, который пообщался вроде как с Трампом, и вот он написал, значит, некий план, по которому он говорит о том, что Трамп должен разрешить Украине бить американскими ракетами и другим оружием по российским аэродромам. И позже, когда Путина оттеснят, можно будет предлагать какой-то договор. И Путину придется вернуться как минимум до границы до начала вторжения 2022 года, чтобы в будущем убрать конфликт и неопределенность. Остальная Украина может оставаться свободной страной, которая может сама выбрать с
свою долю там, в сотрудничестве с ЕС или в сотрудничестве с НАТО и присоединиться к этим организациям как можно быстрее. Вот. Такое вот написал Джонсон. И якобы это, но я думаю, что это план Трампа по версии Джонсона скорее, не более. Знаете, я не могу вдаваться, как-то я просто сейчас думаю о том, что вы перечисливаете и перечислили, и я думаю, что если это устраивает украинцев, то хорошо. Если украинцам это надо, то Соединенные Штаты поддержат мир, особенно при Байдене, на тех условиях, на которых Украина его хочет. Во-первых, вроде бы проблема с тем, что Владимир Путин что-то не договаривается ни с кем. Это, так сказать, номер один. А с другой стороны, Борис Джонсон не является у власти. Так что как-то красивая идея, но как-то вот жалко, что у него нет доступа. А интересно, какие у него будут взгляды, если у него будет доступ опять. Поэтому действующие и недействующие политики у меня вызывают слегка разные ощущения. Даже если они западные, не западные, марсианские, неважно. Если они не оппозиция, то у них просто не тот уровень влияния, как если они действующие политики. И уровень заявлений у них не тот, агрессивный. Когда они, если они действующие, то будут более сниженный тон. Вы же все это понимаете, ваши зрители все это знают. Поэтому посмотрим. Все зависит от того, в конце концов, кто придет к власти в Соединенных Штатах. И, ну что ж, посмотрим, чем закончится все свистопляска у демократов, если будет президент Камала Харрис, если будет президент кто-то другой демократ. Это будет очень интересные несколько недель, месяцев, которые нас ожидают, Татьяна. Ну, я еще последний вопрос, наверное, все-таки задам про ваше понимание позиции республиканцев. А вот этот изоляционизм, о котором они постоянно говорят, насколько, на ваш взгляд, это может помочь процветанию Соединенных Штатов? Это, конечно, да, изоляционизм. Ну, как изоляционизм может быть для чего-то хорош, только если вы изолируете себя от Путина и от России? В любом смысле, в других смыслах изоляционизм – это проигрышный вариант. Но это популистский слоган, девиз, это связь, это популистские заявления, которые идут для популистских избирателей. Потому что тут нужно вдвоем, знаете, нужно, чтобы вы были, как говорил Рональд Рейган, it takes two to tango. Для того, чтобы танцевать танго, нужно вдвоем. Нужно и политики-популисты, и избиратели-популисты. И вот такое, может быть, совпадение. Это, в принципе, если бы это была демократическая страна при Трампе, и он вел себя так безумно, то тогда можно было бы смело сказать, что на следующих выборах будет коррекция, и его политика будет отброшена назад, потому что люди увидят, насколько это плачевно сказывается на экономике и так далее, и так далее, и тому подобное. Но из того, что мы видим, да, иногда, знаете, нужно, нужно выучить ваши уроки перед тем, как, так сказать, куда-то дальше. И в этом смысле наш невероятный день сурка с этими уроками, которые нужно выучить про опасность фашизма, видимо, изоляционизма, приходится вот повторять. И, ну, вот, знаете, для этого люди, мне кажется, ходят в церковь, чтобы каждый раз в неделю им напомнили про ценности, про то, что важно и хорошо. А вот у нас на выборах напоминают нам регулярно о том, что есть два варианта. Можно идти в ад, а можно идти в другом направлении. И выбор у нас, как и у избирателей. Вот какая веселая страна Америка. Но я думаю, что изоляционизм – это политика, которую, в принципе, американцы не поддержат, потому что это лузер экономически. И лузер экономически, то, что затруднит нашу жизнь, навредит нам, это на выборах будет отвергнуто. Но если придет к власти Трамп, то нет никакой гарантии, что будут еще какие-то выборы. Ситуация действительно настолько тревожная. Спасибо большое. Напоминаю, что мы говорили с Юрием Рашкиным, депутатом окружного собрания округа Рок, штат Висконсин, ведущего канала Рашкин Репорт. Подписывайтесь на
канал Юрия, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах, и приходите завтра. Завтра будет военная сводка с Михаилом Самусем. Спасибо большое, Юрий. Спасибо До вам. свидания.